Доброе утро, друзья, товарищи и гости. Доброе утро. А у меня сирень цветет белая. Красота-то какая. Я ее обрезала, и она вон красиво цветет. Прелесть. И здесь уже, смотрите, листочки какие большие. Помните, котят показывала? Таких вот котят, вот таких вот котят. Из них вышли листочки. Надо уже пропалывать. Здесь тоже. О, хосты пошли тоже. Надо будет просмотреть. Как-то следующим разом приеду. А здесь у меня полянка красивая. Даже косить жалко такую полянку. Но, увы, придется косить. В этом году здесь не кошено еще. Ну что, интересно, что у нас будет, ягодки? Наверное, ничего не будет. Смотрите, пустые, пустые, все пустые вишенки. О как. Все пустоцветы. Да вы что, серьезно, посмотрите-ка, сплошные пустоцветы. Ну вот. Ага. Еще не зацвела сирень. Смотрите-ка, вот она будет. Красавица. Здесь несколько молодых веток. Сейчас с той стороны пройдусь, покажу вам. А здесь у меня хосты, только прополоть надо. Цветные эти. Трава выросла большая, конечно. Да, обидно, конечно, но вишен я не вижу. Посмотрите-ка. Видите? Пустоцвет. Вот так. Наверное, без останемся ягод, без ягод. Так. Да, здесь цветы, посмотрите-ка так. Высоко. Цветочки. Вон. А здесь вот у меня был красивый такой куст за забором. Но он погиб. Остались только у меня эти кустики живые. Ну и вот несколько веток будет красивых. Но пока еще пусть цветут. Вот так. Сегодня у меня воскресенье. Я ездила на рынок. О, мои березы, 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 красавицы, видите? Ага, еще вот здесь все зацвело. Цветет красиво, видите? Рябина. Черная рябина. Арония. Красиво цветет. Прям вот такая. Просто прелесть. Цветочки какие. Мне нравятся, как они цветут красиво. Красивые очень. Брызгает на меня, на телефон. Все мокрое, примокрое. Очень красивая арония. Так, тут у меня опять тюльпанчики появились, видите? Хорошенькие такие, большие будут. Сами на себя насеялись. Ну, мышки их нанесли. Здесь у меня болото стоит. Так что придется сейчас еще слой заливать. Вот видите, я делала склон такой, чтоб стекал. А оно вот остановилось где. Так что брак работы придется переделывать. Гортензия уже огромная стала. Куст уже, видите, разрастается.
Ну, здесь половина отцвело, половина появилась еще. Только их дождь, видите, бедненькие, попадали. Ну, у нас здесь потоп полнейший. Все залило. Хорошо, что у меня здесь песочек, и все впитывается очень хорошо. Вот хосты начали расти. Вот там тюльпанчики тоже красненькие. Вот то, что я посадила, рассаживала, все стоит хорошо. А жары не было. Пока меня не было, здесь дожди были. Все затопило и залило. Теплицу пока показывать не буду. Там, когда засажу сегодня окончательно все, тогда покажу. Вот у меня картошка какая огромная уже. Представляете, сколько тут дней меня не было. Она уже огромная. Выросла, видите? Вот. Здесь обрезать надо уже все. Чеснок очень сильно желтеет. Сказала бы, воды нету. Есть. Есть вода. Лила и лила. Грибы растут, видите? Ну, только мне грибов этих не хватало здесь. Для полного счастья. Ну, клубничка цветет. И кто-то ест ее. Не знаю. Вот она, клубничка, вот она, клубничка. Тут вот поставила рамки, а дальше не сделала. Ну, некогда было, уехала. Что мы тут имеем? Поле цветов, поле цветов. Ну, здесь всегда такие цветочки под ежевикой. Пусть растут. Азалия так и не зацвела еще полностью, видите? В прошлый раз я показывала вам. Холодно. И вот такая азалия. Она еще думает, цвести или не цвести. Пионы немножко подросли. А вот здесь, ой, опять снесла что-то. Ходить не умею. А вот эта магнолия, у нее нету этих лохматиков, пушистиков, видите? У нее просто листочки. Две вот магнолии маленькие у меня. Вот эти откуда, не знаю, взялись. Их и не было вообще. Да. О, представляете, растет что? Не знаю, оставить или нет. Это белая сирень, наверное. Потому что вот она белая. Скорее всего, что это белая сирень. Куст он разрастается. Как быстро, да? Вот-вот. Уже даже выйти не могу. Не знаю, как выйти. Все. Дождь побил всех анютины гладки побитые. Там уже все в листьях, в листьях. Все отцвело. Цветов было очень много. Ну, что мы тут имеем? Гвоздика скоро зацветет. Почва покровные все легли. А тут вон травой заросло. Видите? И вот попробуй, как ее сейчас оттуда вытащить, не знаю. Гладиолусы не видно, не взошли еще. Здесь много цветов насажала, но я даже не знаю, где они и как они выглядеть должны. Но их не видно. А сажала я давно. Ну, вот этих я оставила несколько. Вот один здесь. И там еще один кустик. И там сзади один. 3 кустика маленьких оставила. Здесь вот большой водосборники. Не знаю, зачем оставила, но оставила. Сеются они очень сильно. Ну, здесь вот кто-то согнул. Мне что, их уже подвязывать пора? Так они еще маленькие совсем. Ну, надо подцепить немножко, иначе лягут. Ну, вот пиончики, видите,
Только маленькие эти. Еще не скоро. Ну что. А вот почвопокровные, видите, уже почти отцветают. Очень быстро, да? Быстро. А беленькие цветут еще. И очень красиво. Ну что, надо посмотреть, как там сюда досадить еще. Ну вот здесь посмотрите, что творится. В прошлый раз я показывала, что, боже, как красиво всходит у меня здесь этот укроп. И вот, пожалуйста, второй ряд, его уже, можно сказать, его нету. Кто перекопал? Кот? Ну, простите, откуда такая лошадь? Там лапины какие огромные. Лиса, что ли? Мышек ищет. Ой, сегодня 2 косули. Представляете, одна с рогами такая коза. Тут вот посадить надо, а вот там вот есть. Листья чего-то попадали, посмотрите-ка. Видите, упали листья. Не знаю, чего упали. Ой, ну стоят. Здесь еще надо посадить несколько штук. Так вот, представьте, 2 козочки. Одна на дороге стояла, мы ей сигналили. Вот эта мышка принесла сюда. Видите, у меня таких желтых вообще нету. Одна стояла козочка на дороге. Мы остановились. Она ушла в лес. 2 сигналили, чтобы она убежала. Она еле-еле убежала. Дальше едем. Прямо, ну как сказать, не из лесу, а прям с огорода чего-то. В какой-то в гости ходила на огород к кому-то. Выскочила. Безрогая, совсем молоденькая. Чуть не снесла нашу машину. Кошмар был, короче. Дочь сидела впереди, она даже испугалась. Вот представляете, щавель не обрезала, теперь видите, что творится? Он растет, цветет, надо обрезать срочно его. Цветет, растет. С ягодами у нас напряг. Вот она, черная смородина, но я ягод вижу мало. Совсем мало. Совсем. А на крыжовнике я вообще вижу чуть-чуть. Чуть-чуть. Представляете, вот. Совсем, можно сказать, их нету. Значит, в этом году ягод не будет. Будет ли вообще что-нибудь в этом году? Стояла жара, а потом на тебе. Дожди, 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 дожди. Ну вот осталось мне вот тут все загрузить землю. Что-то начинает расти. А, картошка растет там. Боже, забыла, что там картошка растет. Пусть растет. И вот эти сволочи уже здесь тоже хорошо растут. И с детишками, между прочим. Вот как. Ой, посмотрите-ка. Срочно надо засыпать. Иначе они сожрут все. После дождя появились уже. Косить надо. И здесь вот. Я же косила уже. И надо опять косить, видите. Но сегодня я не смогу косить. Очень мокро. Очень и очень. Неделю лила. Бочки полные. Здесь полное было, полное воды. Здесь прям болото везде. Скоро зацветет, как и говорила, как никогда. Обычно они в мае замерзшие, потом начинают расти, только отрастать. А тут сразу цвести собираются, видите? Что один куст, что другой. Вот здесь тоже будут цветочки. Вот как, вот как. Надо было обрезать эти веточки. Да уже стоит так. Ну что, сейчас покажу, что я еще купила. Так, что я купила? 5 перцев, 10 огурцов и сюда
и 10 помидор. Это в тепличку, в зеленую. Вот. А это к себе. Ну, не знаю, туда-сюда, куда-нибудь натыкаю сейчас. Все, пошла я сажать. Короче, 35 евро. 35 штук, 35 евро. И там посажено уже 20 помидор, 10 огурцов и 10 перцев. 40. Вот, пожалуйста, 75 евро уже. Как говорят, за этих 75 евро я могла столько купить огурцов, столько купить помидор. Море. Столько намариновать. Нет. Вот все время покупаю. Красотень. Зачем покупаю, не знаю. Милые мои гости, вот хочу вам сказать. Если вам не нравится у меня, ну зачем вы заходите, пишите нехорошие комментарии. Лучше вот послушайте, как поют птички. Гости, ваши дизлайки меня ничуть не расстраивают. Пишите, может вам за это платят. Мне нет. Ну вот, результат могу показать. После прошлой пересадки нас Турция вымахала. Там где аргинчики. Посадила огурчики. Видите, масенькие совсем какие-то купила. А те, которые вон какие уже выросли, ну, значит, будут разные. Здесь тоже тут растет. Георгины пусть так растут. Тут досадила тоже. Можно было бы еще одного перчика сюда собачить. Ну, посмотрю. Вот масенький посадила опять. Когда он вырастет, не знаю. Ну, а там все окей. Там вот досажен. Досадила. Съеден был. Все, товарищи. С этой теплицей у меня уже конец. Осталось что мне здесь в этой теплице? Покосить траву и сюда принести. И все это заложить. Пока у меня такие удобрения. Это у меня куриный помет. Для того, чтобы тут лежит не только для того, чтобы удобрение, а воняет и не любит медведка. Запах этот. Запах очень сильный. Все, мои хорошие. Цветет, пусть цветет. Может, больше не съест никто. Потому что минус 5 евро уже есть. Может быть, хватит. В прошлом году столько не было безобразий. Хорошо. Пошла дальше. Вот в эту тепличку.
Там в прошлый раз посадила штук 9. А вот еще картошка такая моя. Видите, какая она большая уж. Вот так. И здесь просто огромные уже. Вот. Ну что, пойду сажать дальше. Порядки наводить здесь. Наверное, земли довести надо. Что туда, что в конец. Сейчас привезу. Засыплю целый мешок. Привезти 2 мешка надо. Ну, сколько мы уже мешков истратили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но они такие разные. По 70 литров. А здесь сколько у нас тоже. Вот этот огромный. 150 литров. Вот столько земли накупили. С ума сойти. Посыпала яичную скорлупу и костную муку. Ну, посадила я 10 помидорок маленьких, черри, красные, желтые. И красные перчики круглые, которые, ну, там уже были посажены несколько дней тому назад. Штук 9 помидор. Они прекрасно сидят. Вот. А там не знаю, как выживут, не выживут. Это ужас. Ну что, привязала. А то совсем падают. Боюсь, до вечера вообще упадут. Пусть стоят привязанные. Парничок досадила. Здесь у меня перчики. Тихонечко растут. Смотрите, какие маленькие еще. Ну, вырастут. Все нормально. Все на месте. Там у стенки сегодня прополола все. Но не вынесла. Вон там целая куча наполола. Сейчас красивенько там, ровненько, чистенько. Ну вот, желтеет у меня чеснок. Хотя дождей море, больше, чем надо. Сейчас я взяла, полила его. Еще удобрила, короче. Селитром. Селитр развела. Здесь все тюльпаны обрезала. Тут тоже все уже обрезано. Ну, а тут все засажено. Конечно, видите, бедненькие мучиться будут. Здорово. Голову повесили. Перчики выживут. А вот там левые, не знаю, очень уж слабенькие. Закрывать одну не буду, окно, вот эту дверь. И здесь открыты форточки пусть. Так, здесь у меня все нормально. Я уже показывала. Все полила. Все досадила. Цветы тоже вот стоят. Растут хорошо. Сколько у нас там? 28 сейчас.
Хотя на улице сейчас только всего 17. Солнца нету. Куда-то зацепилась. Поэтому вот. Солнца нет, а вот, пожалуйста, вам. Температура какая большая. Так, сейчас повешать шторку надо. Здесь помидоры посажены у меня. Вот это помидорина и вот та. Это без корней. А на воде они стояли. И такие мощные стали. Ну вот засунула их тогда. Не знаю, как будет. Там картошка вылезла. Не накрываю ничем, так оставляю. Как хотят, так пусть и живут. Ну, а картошку я уже показывала. Вот она у вас. Картошка. Я ее присыпала еще. Но она уже большущая. Поэтому я ее присыпала. Так, время от времени буду присыпать. Все, мои хорошие. Все. Все. До дому, до хаты. Хватит. Сегодня много сделала. И кусты где-то что-то обрезала. Где-то что-то в порядок привела. Все посадила, что надо было, что привезла. Вон сколько воды осталось в бочке. Это я все выносила руками. Вынесла. И вылила. Куда? В теплицу. Куда? Естественно, в теплицу. Цветите, цветите. И здесь красотули цветут. Тюльпанчики, какие тюльпанчики. Вот они такие. И там. И там. Утром они, бедненькие, совсем были согнуты после дождей. О, это уже другие. Те отцвели красные. Эти чуть-чуть поменьше, видите? На пол ладони. А те были на целую ладонь огромные. Вот так, мои хорошие. Все. Пошла я на автобус. Всем пока-пока. Всем всего хорошего. Пока-пока. Птички поют. Березки красивые стоят. Вот. Все. Пока. Всех друзей обнимаю и желаю всего самого хорошего. Пусть будет у вас все прекрасно. Пока-пока. Гости и хейтеры, не забудьте подписаться. А то только гадости умеете делать.